Сегодня в очередном выпуске из цикла «Давайте почитаем» я хочу поделиться с вами статьей, размещенной в живом журнале психолога Данилы Гуляева «Энергетические вампиры сами берут или им дают». Здравствуйте, мои хорошие! В качестве эпиграфа диалог из практики. Я думаю, энергетические вампиры существуют. У меня есть одна подруга, очень депрессивная. Я с ней как пообщаюсь, так словно вся жизнь из меня высосана. А как вы общаетесь? Она ноет, а я ее утешаю. Похоже, тратите усилия на утешение, напрягаетесь. Еще как! Так это она сосет, или вы сами тратите? Как вы уже поняли, я хочу обсудить энергетических вампиров, современное верование, которое разделяют многие люди. Сразу скажу, что я в вампиров не особо верю. Но не буду спорить, бывают они или не бывают. Я уважаю чужие верования, даже если у меня они вызывают скепсис. Меня интересует другое, что происходит с человеком, которого сосут. Какая психологическая подоплека у веры в энергетических вампиров? И как сделать, чтобы вампиры не были страшны? Люди говорят, что столкнулись с энергетическим вампиром, как правило, после какого-то проблемного контакта. Поговорили с каким-то человеком и после этого почувствовали себя вымотанными и опустошенными. Да и без разговоров, просто рядом постояли или мимо прошли. Бывает, что мы в своем окружении постоянно сталкиваемся с кем-то, кто словно бы вытягивает из нас энергию. В чем же тут дело, если рассматривать эту ситуацию с психологической точки зрения, без привлечения энергетических верований? Вампиризм – это упрощенный образ общения. Из него следует, что мы общаемся как сообщающиеся сосуды. Якобы наши эмоции и энергия связаны по какому-то каналу напрямую и свободно перетекают туда-обратно, как по шлангу, из А в Б. Исследования по психологии показали, что реальная схема общения сложнее, не из пункта А прямо в Б, а через несколько промежуточных пунктов. Эмоции и энергия не перетекают из одного человека в другого, у каждого человека свои эмоции. Вызывают эти эмоции не напрямую какие-то события и другие люди, а то, как человек воспринимает и оценивает их. Мы видим другого человека, как-то его оцениваем, это вызывает у нас эмоцию. Мы на эту эмоцию и на контроль над ней тратим энергию. Окажется, что он у нас эту энергию напрямую высосал. Подробнее об этих процессах ниже. Думаю, энергетический вампир – это способ объяснить наши внутренние процессы при помощи внешней фигуры. При общении с некоторыми людьми наша психика так напрягается, что быстро приходит в истощение. Часто мы не осознаем в этот момент, что напрягаемся. Многие эмоции и психофизиологические состояния запускаются автоматически. И пока мы погружены в разговор или мысли, с нашим мозгом и телом происходят процессы, на которые уходит энергия. Не астральная энергия, а вполне себе физическая, которую мы получаем с пищей и тратим на работу тела и психики. В итоге энергия потрачена, и до сознания вдруг доходит ощущение слабости и разбитости. И это ощущение нужно как-то объяснить, потому что не понимать, что со мной происходит, очень тревожно. А объяснить это состояние рациональными причинами сложно, ведь трата энергии прошла мимо сознания. Поэтому многим людям приходится прибегать к метафизическим причинам. И для этого образ энергетического вампира очень удобен. Высосали, крови попили, ограбили средь бела дня. Эта метафора параноидальная. Представляется образ кого-то опасного, рыскающего вокруг. А ты весь такой аппетитный и жертвенный. Вампиры только и мечтают поживиться. Что это за отношения? Преследователя и жертвы. Быть пассивной жертвой чьих-то желаний, объектом воздействия – это роль привлекательная для многих людей. Она дает возможность регрессии в блаженное состояние младенца, с которым что-то делают. Как и младенец, человек, которого высосали, не осознает своих внутренних процессов, не управляет ими, не несет за них ответственность. Он объект, с которым что-то сделали помимо его воли, без его сознательного выбора. Это связано с психологическим явлением, которое называется внешний локус контроля. Внешний локус контроля – это склонность приписывать ответственность за происходящее с нами внешним факторам, другим людям, событиям, стихиям, судьбе. Внешний локус контроля часто ведет к пассивности по отношению к обстоятельствам, мол, что дадут, то и съем.
Внутренний локус контроля – это склонность брать ответственность за происходящее на себя. Внутренний локус контроля ведет к активному отношению к обстоятельствам. Энергетические вампиры – это внешний локус контроля, его виктимный апофеоз, можно сказать. Какие же внутренние процессы мы объясняем внешними факторами? Социальный стресс. При встрече с другим человеком мы его сканируем и оцениваем, кто таков, что нам несет, во что может обойтись столкновение с ним. Мозг просчитывает внешность человека, его поведение, соотносит эти данные с предыдущим опытом, а также с биологическими программами поведения. При столкновении с некоторыми людьми мы чувствуем угрозу. Мозг выдает сигнал «опасность». При столкновении с другими людьми мы чувствуем агрессию. Мозг выдает оценку «враг». Еще бывает, что мозг регистрирует сексуальную привлекательность и выдает сигнал «моё». Есть еще люди, которые у нас вызывают реакцию «спасай». Возникает порыв срочно помочь человеку, срабатывает внутреннее МЧС. Само собой, что все эти импульсы весьма сильно и блокируются. Если бы на них реагировали поведением, то при встрече с одними в ужасе бы убегали, на вторых бы накидывались с кулаками, с третьих срывали бы одежду. Психика эти импульсы подавляет, но эмоции уже запущены, мы почувствовали страх и ярость, вожделение, жалость. И на совладение с этими импульсами психика тратит энергию. Психофизиологические реакции тоже запущены, выделены гормоны, сосуды сжались или расширились, мышцы напряглись или стали ватными. Эти телесные реакции оказались невостребованными, мы не убежали и не набросились, а вынуждены сидеть спокойно, а остатки энергии ушли на контроль над телом. Мышечное напряжение не было использовано, продукты распада гормонов отравляют кровь, вот и физическое недомогание. Так что же это было? Вы сами потратили свою энергию, пусть и не осознавая? Или высосал кто-то? Боюсь, что сами потратили. Работа защитных механизмов. Вера в энергетических вампиров – это хоть и метафизическое, но рациональное объяснение работы защитных механизмов психики. И само по себе это объяснение, кстати, уже защитный механизм, который называется рационализация. Защитные механизмы ограждают нас от внутренних конфликтов, состояний диссонанса, от тех самых импульсов, от сложно переносимых эмоций. Думаю, прежде всего в вампиризме проявляется механизм проекции. С его помощью наши собственные эмоции и мысли, вытесненные и отвергаемые сознанием, проецируются на других людей. Мы свою тревогу, враждебность, сексуальность и тому подобное проецируем на окружающих. Мол, это не мы чувствуем что-то опасное, а они замышляют. Чем негативнее вытесненные эмоции, тем тревожнее и параноидальнее проекции. Образ вампира – это инфернальная проекция интернального. Это может пугать, но приписывать свой негатив вампирам все же спокойнее, чем признавать его в себе. Другое дело, что цена за это платится высокая – эмоциональное и физическое истощение. Его можно избежать, если отделять себя от окружающих и защищаться не при помощи бессознательных механизмов, а при помощи разума. Бывают люди, которых действительно можно назвать вампирами, психологическими, в том смысле, что общаться с ними выматывающе сложно. Есть такой механизм родственной проекции – проективная идентификация. Это когда человек на вас проецирует какую-то свою отвергнутую часть личности, вытесненную эмоцию, и вступает с ней в интенсивные отношения. То есть как бы с вами, но на самом деле с самим собой. И если вы не управляете ситуацией, то вас ставят в такое положение, что вы и правда чувствуете приписываемые вам эмоции и ведете себя соответственно, втягиваясь в истощающие навязанные отношения. Вроде бы вампиризм в чистом виде, да? Увы, нет. Вас, конечно, попытались втянуть в патологические отношения, но ваш выбор в том, что вы согласились втянуться, дали себя втянуть, хотя всегда есть способы от этого уйти. Манипулятивные отношения. Это отношения, в которых мы неосознанно отдаем много энергии, но считаем, что ее у нас забирают насильно. Часто это происходит в асимметричных отношениях. Поясню, что симметричными я называю отношения на уровне взрослый-взрослый. Я в порядке, ты в порядке. Такие отношения бывает достаточно сложно поддерживать, не соскальзывая в асимметрию. И на них тоже тратится энергия.
Но это прозрачные отношения с сознательными тратами. Вы точно знаете, на что и зачем потратили силы, и нет потребности объяснять это метафизическими причинами. Асимметричные отношения строятся по принципу «я в порядке, ты не в порядке», или наоборот «я не в порядке, ты в порядке». Это ситуации, когда вы пытаетесь кого-то контролировать, опекать или заставить опекать вас, очаровывать, привязывать к себе, держать в страхе или подчинении и тому подобное. Конечно, на такой контроль тратится много сил, особенно если объект сопротивляется. Другой вариант. Вас кто-то навязчиво пытается контролировать, а вы вынуждены защищаться, а значит тратить много энергии. Но не так все страшно. Внутренние энергозатраты можно осознавать и регулировать. Не полностью, но хотя бы косвенно. А на этом на сегодня все. Ссылку на блог Данила Гуляева вы можете найти в описании к этому видео. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!